ударился, он на дернул. антенну, видимо, Да, он дернул ударился и антенной перевернулся, плашмя. Ну, он у меня пошел, я вижу изображение кверх тормашками, а исправить уже ничего не могу. Потому что постоянно вот такая херня. Я же говорил, что бить вы их обязательно будете. Точнее, я буду. Уже расфигачил. Привет, друзья! Вы снова на канале Русского Сумасшедшего Пилота, и сегодня, как я и обещал, делюсь своими впечатлениями о первых полетах, которые я совершил на FPV-дроне. А также расскажу наиболее важные моменты, которые я уяснил за пару недель погружения в тему. Вперед! Летать на FPV без падений, как и на парапланах. Стопэ. Хотел сказать, что на парапланах вы будете падать так же, как на FPV, но на самом деле на парапланах падать больно, а местами просто фатально. И, конечно же, такого исхода в парапланеризме вы можете избежать, если не будете заниматься самообучением. Симуляторы, как в FPV, тут не помогут. Тут нужна практика с опытными пилотами, инструкторами, которые смогут научить вас, заложить в вас базисы, основы безопасности полетов на параплане. И в этом вам может помочь парапланерная школа Air Сибирь, в которой работают настоящие профессионалы и фанаты своего дела. Вся эта прелесть доступна в Красноярске. Координаты найдете в описании к этому видео. Так вот, после наработки около 16 часов на симуляторе мне чертовски повезло. И настоящие энтузиасты этого, если можно так сказать, хобби, Алексей, Эдуард, Константин, салям, доверили мне управление собранными ими дронами на аналоге и на цифре. Так, а это аналог, да? Да, это аналоговый, но... Нормально. В итоге мне удалось полетать в аналоговых очках Skyzone O30 и на цифровых очках DJI Goggles V2. Ну, за произношение можете поставить мне двойку, но тем не менее, как могу, так говорю. А также за это время мне удалось пощупать очки Valksnail Avatar HD, но уже у другого FPV-пилота, и напрашиваться полетать на его оборудовании со своим скромным опытом я как-то постеснялся. Ладно, давайте по порядку. Что же нужно знать начинающему FPV-шнику? Во-первых, если мы летаем на обычных коптерах, то все управление и видео, короче, все у нас сосредоточено в пульте управления этим коптером. То есть с него идет информация на дисплей, будь то смартфон, будь то есть смарт-контроллер, если это все объединено в единое устройство, и как бы дрон с пультом связаны вот этим невидимым мостом. И видео, и телеметрия, и прочие все необходимые данные, которые идут между квадрокоптером и пультом. Если кто не знает, телеметрия — это все данные, которые идут от коптера к пульту, информирующие пилота о состоянии этого дрона. Высота полета, скорость полета, координаты, заряд батареи. На FPV же коптерах есть два канала, разнесенных прямо и визуально, и во всех отношениях. Канал управления, который работает с пульта. О нем мы поговорим немножко позже. И канал видео, который работает со шлема, либо очков. Так вот, когда речь идет об аналоговых FPV-дронах или о цифровых, муссируется вопрос именно видеопередач. Аналоговые видеопередатчики и камеры дешевле. Местами существенно дешевле, чем все цифровые системы, которые на текущий момент имеются. Поэтому они до сих пор пользуются большой популярностью. Хотя... А качество картинки, которое вы видите у себя в очках на аналоге и на цифре, ну, судите сами. Вот один из не самых топовых аналогов от Skyzone, а вот уже не самая топовая цифра. Да, кстати, и аналог, и цифра, если не брать специфические случаи супердальнолетства, работают на частоте 5,8 ГГц. А теперь, во-вторых, управление у нас идет на отдельном передатчике, который находится в пульте. Или, как принято у true FPV-пилотов, в аппаратуре. И тут, в отличие от видео, есть масса стандартов, производителей, протоколов, которые как-то друг с другом координируются, как-то отличаются друг от друга. И для непосвященного человека могут устроить взрыв мозга. Что у меня случилось на первых порах, я думаю, такой, ни хрена себе, как это может быть? Но покопавшись в мануалах, описаниях, мнениях именитых и не очень FPV-пилотов, я пришел к выводу, что все это не так страшно. По крайней мере для себя я уяснил, что на текущий момент есть 3
протокола, на которые стоит как-то обращать внимание, ну а все остальное уже сдвинуть куда-нибудь туда на задние полки, на задворки истории, как говорится. Итак, первый из разряда дорого-богато. Crossfire TBS. Это проприетарный протокол одного производителя. Team Black Sheep. Овца черная, что ли? Помимо того, что они разработали этот протокол, они производят свои собственные пульты, модули управления и приемопередатчики для FPV дронов. Отличное качество, высокая дальнобойность и надежность, легкое подключение и настройка – это неоспоримые плюсы, но в то же время основным минусом в данной системе является, конечно же, цена. Кстати, работает этот протокол на частоте 915 МГц, что существенно ниже, чем протоколы, которые занимаются видеопередачей, и является неоспоримым плюсом, особенно в плане дальности и проникаемости сквозь там всякие там деревья и прочее. То есть, короче, качество связи на высоте. Второй протокол – это бурно развивающийся конкурент ТБС Express LRS, или как говорится сокращенно ELRS. Это open source проект, который на текущий момент работает практически ничуть не хуже, чем ТБС, но и аппаратура и приемники на этот протокол в разы дешевле. Основным из минусов этого протокола является, пожалуй, более сложная настройка, но с этим мне еще только предстоит разобраться. Почему? Об этом мы поговорим отдельно. По частотам он есть на 867 МГц, на 915 и на 2,4 ГГц. Тоже есть свои нюансы, и тоже это уже, то есть, отдельная тема для разговоров, где какие плюсы, где какие минусы, вот на каких частотах у этого протокола имеются. Ну и третий протокол, пока еще достойное упоминания, ну, на мой взгляд, это FrSky. На этом протоколе было выпущено огромное количество дронов, и многие самые маленькие коптеры, так называемые зубочистки, оснащаются именно этим протоколом, ну или, по крайней мере, раньше оснащались, и все равно их еще достаточно большое количество есть на вторичном рынке. И все равно их еще производят производители и продолжают продавать. В чем преимущество этого протокола, я, честно говоря, сказать не могу. На текущий момент, если сравнивать с вышеописанными двумя, наверное, преимущества уже как таковых и нет. Но если я в чем-то ошибаюсь, черканите в комментах. По крайней мере, может быть, с этим вопросом мы разберемся. В итоге у нас возникает дилемма. Либо выбрать один из двух протоколов, которые я описал выше, либо третий протокол, либо какой-то мультипротокол. Дилемма, трилемма. Либо сразу купить пульт, который перекроет все три этих стандарта. А что, так можно? Конечно. Если взять мультипротокольный пульт с возможностью подключения внешних модулей. Вопрос в другом. А нахуя? Думал, нашел себе оправдание. Для общего развития. Но развитие мое, особенно в летний период, когда начался сезон полетов, идет очень медленно. Просто по причине отсутствия на все хотелки свободного времени. Короче, похвастаюсь и выставлю на ваш суд то, что я подобрал для себя. Пульт Радиомастер 4 в одном. Чтобы можно было FrSky подключать и всякие другие там мелочевки. Модуль Beta FPV 915 МГц Nano TX. Соответственно, он будет подключаться к этому пульту, потому что пульт уже оснащен разъемом для подключения внешних модулей. Возможно, в дальнейшем я докуплю модуль TBS, если вдруг он мне понадобится. Зарядка. В чем его фишка? Можно заряжать одновременно 4 батареи, любых от 2С до 6С. Круто. 5 ампер максимальная, идет 120 ватт мощности вроде. Или 50 ватт, точно не помню. То есть хороший, да? То есть это вообще, да, очень хороший. Зарядка должна быть хорошей, и поэтому я сразу приобрел хорошую зарядку. Toolkit RC M6D, что-то она двухканальная, но достаточно мощная, интеллектуальная, все дела, то есть как бы с контролем. Потому что литий-полимерные батарейки в случае плохой зарядки могут взрываться как бомбы. Ну и сам коптер. Вот это был долгий и мучительный выбор, потому что в данной теме
К сожалению, нет универсальных решений, которые могли бы перекрыть все хотелки, которые возникают в процессе FPV-полетов. Либо это дальнолет, либо это коптер, который летает среди людей и не пытается отрубить им ноги. Итак, для начала я выбрал аналоговую версию Cinelog 35 V2 с GPS-модулем. Ссылки на все эти гаджеты и магазины, где я их заказал, вы найдете, как обычно, в описании к этому видео. Внизу. Часть всего этого добра я уже получил, а часть еще едет. Но я предлагаю в одном из ближайших видео устроить распаковку того, что уже есть. И там я смогу с вами поделиться мыслями на тему почему так, а не иначе. А от вас жду комментарии и критику по поводу моего выбора. Блин, наснимал уже столько, и в Хакасию уже сгоняли. Туимский провал. 3, 2, 1. Гора Куня. И младшего приобщил к дроноуправлению. И в парапланерной школе побывал на наземной подготовке. Когда все это монтажить? Ужас! Пишите в комментах, что делать в первую очередь. Ну и насчет лайков, к вам серьезный разговор. Тыкайте в сердечки, не ленитесь. Для вас мелочь, а мне приятно. А на сегодня, пожалуй, все. До новых встреч. Пока.